Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Дмитрий Потапенко, аналитик, со мной на связи. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий, множество есть тем для разговора, и они, вот знаете, вот галопом несутся, но крутятся вокруг одного — ожидания каких-то прорывных, неординарных действий. В Европе многие заявляют о том, что, ну вот как наш Арестович, да, так теперь Шарль Мишель, 2-3 недели, и, собственно, что-то начнется. А, Дуда до этого говорил, что ближайшие месяцы покажут, выживет ли Украина. В общем, возня с танками. Все чего-то ждут. И ждут, понятно, от Российской Федерации. И вот сегодня приходят новости, что фронт задышал, идет движение вперед. По крайней мере, так заявляют в российской стороне. Киев пока что не комментирует ряд вещей, но есть какое-то прощупывание и попытки наступления. Началось? Первый мой вопрос сегодня. Ну, я не думаю, что началось, но то, что щупают, каждая из сторон щупает друг друга за выми-то, это нормально. Другое дело, что я пока не очень понимаю, какими ресурсами, потому что для этого надо понимать, что предыдущие месяцы были какие-то подвозы, там, людей ли, ну, в первую очередь, ракет, или противовоздушной обороны. Вот этого всего поступало из открытых источников, по крайней мере. Поэтому я не уверен, что есть какие-то активные продвижения, поселки, высоты должны переходить из рук в руки, но это нормальное состояние противоборствующих сторон. Поэтому здесь иллюзий не должно быть ни в коей мере, что, соответственно, так и будет достаточно долго. Поэтому началось ли оно, или начнется ли оно, там, закончится. Ну, в моей системе координат, простите, таких подобного рода работ нет вообще как класса. Не потому что нравится, не нравится, просто потому что это, в общем, нет. Дмитрий, а скажите, тогда вот эти итоги Рамштайна, которые сейчас все обговаривают, и вот эти, собственно, ожидания, вот скоро-скоро, совсем чуть-чуть, и вот Россия попрет, и нужно помогать Украине быстрее. Эстония даже отдала всю свою арту и все свои боеприпасы, а взамен получила, ну, как скажем так, понижение дипломатического статуса с Российской Федерацией, там, и Латвия, то есть послов до 7 февраля как бы обменяют друг на друга и, в общем-то, будут выгонять из страны. Как вам кажется, вот про Давос, да, грустный, там, спящий смайлик написал Маск, да, в своих соцсетях. А какой бы смайлик поставил Потапенко по итогам Рамштайна? Я бы не грустный поставил, на мой взгляд, ожидаемый, потому что, ну, опять-таки, зрители нашего с вами каналов и нашего с вами общения, наверное, помнят, знают, что, в общем, я вообще заявления любые, там, завтра поставим Хаймарсы. Я могу только сказать, не бессмысленно комментировать, поставят, будем обсуждать. Поскольку мы с вами не Арестович с патокой, медом и вот как это с фразой «еще немного, еще чуть-чуть, еще надо перетерпеть, еще что-то у меня плохо всегда». Я не продаю несбыточные надежды, это не ко мне. Вот, поэтому, скажем так, по поводу Рамштайна я бы поставил бы туман, такой совершенно конкретный, понятный. Понятно, что там с леопардами, понятно, что, в общем, ведь, видите ли, зритель нашего канала, наверное, я произнес такую фразу, что Россия может проиграть, а Украина не выиграть. И вот многие это пропустили там мимо ушей и как-то пошли дальше там что-то обсуждать. Ведь штука-то заключается в следующем, что ну, давайте прагматично. Вот представим, что я, например, там, управляю всеми финансами Германии.
Извините за жесткость вопроса. Зачем мне выигрыш Украины? Без морально-этического вот этого сопляжуйства, завывания, что это там победа человечества, что они защищают нас. Ответ очень простой, будет жестокий. Мне невыгодна победа Украины. Извините. Сейчас поясню почему. Потому что сейчас я почему-то сандалю зачем-то. Мне это не нужно вообще. Я нахожусь далеко. Шансов у меня сдачи у Германии очень незначительные. Там будут отпахиваться в первую очередь, там, даже если будет какая-то военная операция, будет Польша, Чехия, ну, в общем, все эти сопредельные страны. До Германии пока это доползет, ой, я вас умоляю. Я почему-то я содержу весь Евросоюз. Весь Евросоюз я содержу. И вот тут я сейчас почему-то своего бюргера, я обрезаю себе очень выгодные поставки от Российской Федерации. Очень выгодные. Они копеечные были, что называется. Я задешево, соответственно, нагнул своего так называемого партнера Владимира. И я имел, в общем, все абсолютно там плюсы. А потом я чего из Украины-то я буду делать? Вот она мне зачем? Ну, то есть все периодически читаю, вот, когда война закончится, тогда будет план Маршалла. Простите, вот товарищи герои, вот эти буйные, скажите, пожалуйста, а зачем Евросоюзу прагматично, без вот этих, опять-таки, они никому ничего не должны, они должны своим правительствам. Зачем они будут восстанавливать разоренную территорию? Я многократно это уже говорю, не один месяц. После окончания войны никто восстанавливать Украину не будет. Если сейчас, вот точно так же, как поставляют гепарды или леопарды, а их поставляют через пень-колоду, вы что, решили, чтобы кто-то будет вкачивать хоть какие-то деньги в Украину? Надо осознать одну очень простую вещь, что Украина нужна только Украине. И никаких иллюзий на этот счет вообще даже минимальных не должно быть. Минимальных не должно быть. Потому что никому это нафиг не упирается. Создавать там какой-то агрокластер? Мне что, Польша, что ли? Меня другие страны зададут вопрос. Почему мы восстанавливаем Украину, а не делаем сельское хозяйство, например, в Словении? У нас что, мало территорий, где была война? Я что-то не припомню, что в Косово вкачивали деньги. Поэтому очень жестокая правда заключается в следующем. Что почему не поставляют леопарды и гепарды, я прекрасно понимаю. Потому что, еще раз говорю, но крайне важно, если с точки зрения прагматики всего Евросоюза, чтобы ослабла Россия. Но с помощью, конечно, Украины. Это идеально. Это вот если убрать всю мишуру там всяких флажков, поддержки и всего остального. Да, если мы вот так, ну, как бы откровенно, как, впрочем, и всегда, но вот с такой понятной и жесткой тональностью, тогда Дмитрий, ну, извините, Джонсон же приезжал, по Бородянке и Буче гулял, восстановление какое-то обещал, курировал. А он кто? Сейчас экс-премьер. Свободен, все, свободен, мальчик, играем. Пшел вон нахер. Сорян, опять-таки, жестко, абсолютно, вот так жестко. Ты кто? Ты экс, ты сбитый, все. Какие-то там твои связи, все, ты свободен, есть люди, которые принимают решения. Перестань надувать щеки. А самое главное, перестаньте пропагандисты надувать щеки. И людям вселять абсолютно ложные надежды. Приехал никто. При всем уважении. Да, когда-то ты в истеблишменты, кто-то второй раз входил во власть. Это точно так же у нас есть такой Шрёдер. Вот у нас он, соответственно, собственно говоря, почему Германия это, простите, не поставляет? По странному стечению обстоятельств, посмотрите, бывшая жена Шрёдера, кем она сейчас. По странному стечению обстоятельств вдруг окажется, что почему Германия не поставляет, все абсолютно прозрачно. Потому что Германии, сорян, опять-таки за жесткость, выгодней, чтобы Россия, попросту говоря, задешево, в том числе ведя войну, поставляла углеводороды. Германии выгодно, чтобы, соответственно, был восстановлен Северный поток. И именно поэтому Германия не разбирает никакие, соответственно, газотранспортные системы. И, в общем, поддерживает такой легкий дискурс. Евросоюзу то же самое выгодно. Потому что выгода от ослабленной, но работающей системы
газового снабжения из России, выгоднее, чем вкладываться зачем-то своими ресурсами в восстановление разоренной Украины. Просто тупо выгодно. А в чем выгода Польши, которая формирует вот А, сейчас уже там новый блок внутри НАТО? Если немцы не помогают, мы без немцев справимся. выгода. Польша, вот все сопредельные страны, они уже проходили, что они уже лежали под СССР. Под СССР, напомню, не России. Они боятся, они понимают, что вот как раз почему их помощь-то, там все очень прагматично. Все выгода всех этих стран, Чехии, соответственно, Финляндии, потому что они понимают, что была бы не Украина, были бы они. Их выгода совершенно понятна. И прекрасно я понимаю, почему они пытаются делать такой внеблоковую историю. Другое дело, что Германия все равно содержит весь Евросоюз. Она была правовестником всей этой истории, и она по-прежнему остается правовестником этой истории. Она спонсор по большей части. И отстегнуться Польши, там, вот этим маленьким странам Прибалтики не удастся. Как бы ни хотелось. Но возникает же определенная напряженность Мгм. между Польшей и Германией. Ей Конечно, сразу конечно, репарации конечно, припомнили, там ковидные конечно, деньги. конечно. Конечно, естественно, Польша, поскольку она понимает, что для Польши очень важен рынок сбыта, в том числе и в Германии. Для всех стран, в том числе, там, например, той же Чехии, очень важно у кого-то отцепить. Ведь чем сильна Германия? Германия сильна своими концернами, мегаконцернами. Тот же концерн Volkswagen – это мегаконцерн. Все автомобили, все автомобильные концерны – это только немецкие. Германия, по сути дела, является не только донором, но и, самое главное, понятно, откуда эти ресурсы. А все остальные страны полудохлые. У кого-то лучше сельское хозяйство, у кого-то хуже сельское хозяйство, но все равно Германия, она в топе, а все остальные под ней. Поэтому попытка, как говорится, еще пощипать бюргеров, она есть. Другое дело, что, на мой взгляд, эта цепочка приведет к следующему. Сейчас в Германии очень мало реваншизма. В Германии очень мало национализма. Но в какой-то момент вся эта история, в том числе и с большим количеством беженцев, приведет к росту националистических настроений. Единственное, что сейчас это сдерживает, это память Второй мировой войны. Немцы долго очень много каются. И вот с самим бюргером их ни миграционная их политика, ни вся остальная политика им не очень нравится. Так что гамбургский счет очень жесткий. Да, интересно. Интереснее будет выглядеть 24 февраля. Там на эту дату 10-й пакет санкций обещают. Да, И тут уже да. Венгрия бунтует, говорит, что это заведет Европу в тупик. Что ж вы делаете? Сделают, как вы Ну, думаете? мы крутимся по кругу, потому что Венгрии нужны хабы по СПГ. Все. Я прекрасно понимаю, что делает Орбан. Это не про, ну, опять-таки, обыватели, либо у нас там с другой стороны пропагандисты говорят, что там пророссийские, или наоборот. Постройте хабы. Как только Евросоюз заплатит за строительство хабов по СПГ, риторика, соответственно, Орбана, Васи, Пети, кто бы там ни был у власти, национально ориентированный, изменится фундаментально. А до тех пор, пока зависимость вот этой страны маленькой, она реально крошечная, от российского газа фундаментальна, они будут завывать, что же вы делаете. Ну и блокировать, соответственно, все возможные поставки. Все возможные поставки. Да, очень интересно выглядит ситуация, если так разбираться подетально. Меня интересует другой вопрос. Китай и Россия что-то золото начали покупать особо шибко. Что такое? Разный подход у разных ЦБ.
Значит, Китаю крайне важно поддержать промышленность. Это даже не столько какой-то там резервный, соответственно, защитный актив для Китая. Для Китая это в первую очередь промышленное золото и же с ним. Понятно, что они его переведут в золотовалютные запасы. Для России, поскольку Россия не только золото начала покупать, она по странному стечению обстоятельств, это тоже можно в новости внести, стала вкладывать в американские бумаги. Несмотря на то, что у нас как бы дедоларизация и там лозунг, чтобы там America враг, в общем, Центральный банк начал вкачивать опять деньги, совершенно разумно, с точки зрения инвестиционной стратегии, начал вкачивать в американские бумаги. А как так? Как? Центральный банк за что должен отвечать? Центральный банк должен отвечать за низкую инфляцию. Его эти все политические лозунги-то не волнуют. То бишь, у него есть один начальник, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович говорит о том, что должна быть низкая инфляция, должна быть стабильность финансовой системы. Вы там пропагандистами можете исходиться на любые какашки, но можете там сжигать американские флаги, но с точки зрения экономики выгодно действительно вкладывать в американские бумаги. Они делают. Ничего личного, только... Мы вернемся еще к вопросу золота, дедоларизации, но вот этот момент особенно фокусирует внимание на Америке. Казалось бы, санкции. Так возьмите и запретите ЦБ Российской Федерации вкладывать деньги в свои компании. Санкции же. Возьмите, откажитесь от подобных сделок, поставьте новые условия. Этого не делают американцы. Именно поэтому-то, слава богу, что мы на канале выкладываем, что картинка, она не черно-белая. Что она вот здесь, что она состоит из множества пикселей. Именно поэтому Америка не будет этого делать. Поэтому для нее, говорю, это далекая война какая-то там, где-то там. Кто победит? Да, мы в целом поддерживаем, что, по сути дела, каждый президент вновь поддерживает Украину. Потому что ему сепаратизм не нужен. Потому что если он, условно говоря, фантазирует, что, например, Джо Байден говорит, все правильно делает Россия, там территория, например, там, я просто плохо сейчас ориентируюсь, вот эти территории должны принадлежать России, вот то, что захватили, то российское. Почему с точки зрения политического маркетинга это в том числе и невыгодно? Всякие, опять-таки, с точки зрения вот этих эмоциональных частей вы просто на каких-то других каналах, вот там можно как раз к Арестовичу присоединиться. А вот именно с точки зрения прагматики. Потому что у него есть Техас, который вообще всю жизнь говорит, что не-не-не, мы даже не Америка и даже не Мексика. Мы, простите, готовы быть отдельным государством. Если вы посмотрите историю развития, соответственно, Соединенных Штатов, то окажется, что очень большая часть, особенно которая с левой стороны, если вы смотрите на карту, она раньше была Мексикой. И, соответственно, там превалирует в основном мексиканское население, превалирует испанский язык. И поэтому поддержка, она крайне прагматична. Я как-то национальную составляющую, которую многие вкладывают, что вот там гуманистические идеалы человечества существуют в вашей личной голове. А все президенты действуют крайне в прагматичном, исключительно ориентированным на свои собственные интересы иногда, подчеркиваю, иногда, национальные интересы того государства, которое они возглавляют. Так. Человек такая скотина, что он очень эгоистичен. Очень. А зачем Россия тогда бросает вот эту историю с историческими территориями, с вот этим вот идеологическим концептом, мол, мы пришли забрать Саша, подожди. Это не Россия. Есть система управления в России. Вот продукт может быть разный. Там, уничтожение оппозиции, там, снесение, там, авторитарный режим – это продукты. И СВО, там, неважно с каким посылом, там, денацификация, мы забираем свои территории, это продукты. Ведь для того, чтобы сохранять власть, СВО – это отличный продукт. С точки зрения маркетинга, этого политического, военно-политического. Пока есть какая-то, соответственно, свара где-то там, можно очень много переделить здесь. Собственно говоря, этим и все и занимаются.
Поэтому то, что происходит там, на сопредельной территории, да и черт с ним. Там вообще это никому не интересно. Именно поэтому, собственно говоря, помнишь обсуждение в пабликах, что вот там Херсон, переход Херсона, это надлом. Я уже сказал, произнес, повторю еще. Даже переход границ, возвращение границ к 91 году не переведет к остановке СВО. Раз. Второе, это никаким образом даже бровкой не поведется на смену режима. И поэтому тупоголовые, которые говорят, вот сейчас, там если вот будет что-то по Крыму, то тут же Путин побежит, что называется, в стренгах. Значит, запомните раз и навсегда, мальчики и девочки. Путин не сопляжуй, который, ах, он сильно дергается, он находится в страхе. Я это многократно говорил. Общался я с Владимиром Владимировичем не один раз. Человек, который уверен, железобетонно, он общается с Ганди. Он находится в другой системе координат. И вот до тех пор, пока вот не будет понимания человека, с которым вы пытаетесь соревноваться, именно его внутренней структуры принятия решений, все время будет такое удивление. Надо же, там санкции не действуют. А почему не действуют? Да потому что они не попадают, санкции не попадают по правящей верхушке. Даже близко. Даже если тут будет там 6, вот мы там обсуждаем какую-то херню, там 6 триллионов убытка, там компании ушли, там технологическое отставание. Я всегда задаю один простой вопрос. А как это влияет, простите, на правящую верхушку? Никак. Что они там, не знаю, аватар не посмотрят в 3D? Или у них мерседесов не будет? Или майбахи их остановятся? Или вертолеты не будут летать? Вы что, с дуба рухнули, что ли? Это может быть там у холопов, у нас какая-то проблема. А у правящей верхушки все хорошо. И именно поэтому там 10-й пакет, 128-й пакет, они близко, это вот эта имитация бурной деятельности. И поскольку я буду произносил с первого дня, что Россия это феодальное, еще раз вдумайтесь, феодальное государство, управляемое генерал-лейтенантами. И по-другому не будет. И поэтому те, кто говорят, вот там надо обязательно выйти протестовать. Я вот так себе представляю, там в феодальном государстве, вы историю, вообще учебник истории открывали? У феодалов-то вышли крестьяне против поборов. Все, что там могло происходить, это только когда крестьяне брали вилы. Но только есть маленькое но. Феодалы эти, и они существенно, более вооружены. Они не по пояс деревянные. Те феодалы очень плохо содержали своих ланкнехтов. А наши феодалы просто отлично понимают. Я об этом еще писал в книге 10 лет назад. Что система сокращает бюджеты очень последовательно. Она сократит военные и, соответственно, расходы на спецслужбы в самой последнюю очередь. Она может полностью грохнуть образование, полностью грохнуть здравоохранение, любую социалку. Вообще все может. Бюджетников могут грохнуть, но она никогда в жизни не грохнет. Спецслужбы, то есть те, кто стоят за спиной, и те, кто стоят в армии. Все, это два столпа, которые будут стоять всегда. Последнюю рубаху снимут шкуру будут сдирать с коммерсов и всей остальной, но до последнего будет держаться. Именно на этом базируется система феодального управления. По-другому никак. Ну, феодальное управление и феодальная армия, Дмитрий. Конечно, конечно. Куда ж деваться-то без этого, да. Поэтому, в общем, и очень-очень то, что касается там мобилизации, которая не заканчивалась, очень важно пропустить через эту мясорубку все эти 25 миллионов, о которых мы с вами обсуждали, уже многие месяцы обсуждаем. Да, вернемся, пока далеко слишком не ушли, мы продолжим еще там тему феодализации, поговорим еще о Пригожиных, Рогозиных и так далее, но я все-таки про доллар и дедолларизацию. Действительно, это шок о том, что спокойно себе Центральный банк Российской Федерации покупает акции, да, вот вкладывается в американские компании. Ну, это действительно очень интересно. Мило, я бы так в кавычках сказал, выглядит. Но что за сепаратизм от доллара у Бразилии и Аргентины? Вот где новость пришла, откуда не ждали. Ладно, Эмираты, которые там идут по пути, скажем так, замещения доллара, отказа от доллара. Ладно, там Россия с Китаем, там расчеты, цифровой юань, цифровой рубль, через крипту каким-то. Но вот оттуда,
где много населения, большой рынок, валюта юг для того, чтобы друг с другом торговать. Это же серьезный удар по доллару. Ну нет, это не серьезный удар по доллару, потому что объем, который они могут заместить, это вообще ни о чем. Но в целом, поскольку также мы говорили о том, что система изменяется уже последние 5 лет, и происходят частные деньги, и происходит уход в систему переоценки, кто за что платит. Ведь что такое деньги? Деньги – это некий якобы эквивалент труда. И, соответственно, все равно ключевым вопросом останется один. Вот эти ваши квази-платежные средства, вы, не важно, чем вы расплачиваетесь, а вот оценка того или иного ресурса, она в чем будет делаться? В 90% случаев она будет делаться в долларе. Ну, то есть она будет там, вот этот юг там, Вась или Петь, рубь или иже с ним, будет привязываться все равно к доллару США. Поэтому ключевой вопрос, чтобы просто не перегонять, тут один только момент исключается. Это открытие так называемых кор-счетов в том же где-нибудь в Нью-Йорке или еще где-нибудь. Вот и все. Поэтому нет, это не удар по доллару. Доллар настолько высок относительно даже евро в несколько раз. Я эту картинку у меня можно найти в социальных сетях, в любых. Вот. Поэтому как-то монополия доллара, она надолго и всерьез. И самое главное, что ее поддерживает в первую очередь очень неверное действие евро-ЦБ. Потому что вторая валюта – это как раз валюта евро. Но поскольку ЕЦБ в этом году умудрился допустить, что евро обвалился и стал вровень с долларом по паритету. Так что как бы для того, чтобы гегемонию доллара хоть сколь-нибудь сдвинуть со своего поста, для этого нужна очень активная работа ЕЦБ. А еще более активная, на самом деле, работа с Китая. А Китай держит свою на 6-м месте. Ему даже не интересно входить в 5-ку мировых валют. Там, что называется, 4-е и 5-е место – это австралийский доллар и канадский доллар. Чтобы поражать. А юань меньше. Да. Дмитрий, предположим, но Блинкен, который едет в Китай, вот зачем он туда едет 5-6 числа? Многие анализируют и говорят, что это будет какая-то переломная встреча, что-то вот изменится после нее. Понятно, что у нас в информационном пространстве все как бы воспринимается через призму войны России против Украины, это, не без этого, и все ищут какие-то влияния на военный конфликт. А по сути, что происходит? К сожалению, но к войне это не имеет никакого отношения. Значит, в Китае Блинкен едет, потому что тормозится в целом промышленность. Вот в том числе то, что происходит на российском нефтегазовом рынке и вообще на нефтегазовом рынке в мире, это то, что промышленности не нужно столько нефтегаза вообще в целом. И именно поэтому происходит снижение, это не связано с санкциями, потому что у нас, опять-таки, все обязательно вот как-то из разряда как-то подскользнулся в российской экономике кто-то. Это почему? Потому что санкции. Да нет, санкции в данном случае не влияют там опосредованно. В первую очередь это просто интерес у многих компаний мировых. Просто пропадает интерес к углеводородам, потому что у них падает объем продаж, объем производства падает. И поэтому задача договориться американцев с китайцами, чтобы вот этот баланс, чтобы, грубо говоря, торговая война и энергетическая война не особо цепляла, в том числе и производство. А Маккартни, вот помни, как Пелоси, да, летала в Тайвань. Маккартни собрался. Тайвань это другая история. Тут как раз очень важно вытащить вот эту компании-производителей чипа к себе. Тоже мы обсуждали, когда только был вот этот тайваньский кризис. Потому что вот эти две тайваньские компании, сейчас уже, кстати, напомню, тогда мы обсуждали, что две вещи. Это, во-первых, Pelosi прилетела,
был конфликт, как-то китайцы заживали этот конфликт, и ничего себе, ничего предъявить не смогли ни Штатам, соответственно, ни Тайваню. В эту же секунду там было 230, по-моему, миллиардов долларов анонсировано на релокацию по факту создания кластера по производству чипов, и уже заводы строятся в Соединенных Штатах. То бишь у Тайваня есть теперь площадка в Соединенных это производить. И если, соответственно, Штаты слезут с иглы тайваньского, и у них будет собственные... То есть на Штаты Китай сыграл идеально. То есть Китай наехал на Тайвань, Тайвань очканул, испугался и полез производить, соответственно, чипы в Штаты. Поэтому здесь такой прямо идеальный пинг-понг получился. А Pelosi просто идеально отработала, как это... Ракетка. Хорошая ракеткой такой, просто идеально. Да, слушайте, ну так вот, если посмотреть на эту ситуацию под этим углом, то все гораздо интереснее, не так однозначнее, как заявляется. Да, оно не вопрос нет. Оно не то, что однозначнее, оно как раз получается однозначнее, но оно исключительно просто в другой сфере. Оно лежит абсолютно однозначно вот в этом пинг-понге, но оно лежит без всякого вот этого, эмоционирования, вот этого, что вот эти хотят захватить, а эти сюда переехать, все банально. Кто будет контролировать рынок чипов? И Штаты в этой истории просто сработали идеально. Спровоцировали, четко отправили туда девочку, девочка там что-то, ее внесли в какие-то там списки, она приехала, все нормально, и Тайвань свои. То есть надо было, ведь сколько надо было уговаривать эти компании две, чтобы они переехали в Штаты? Да это геморрой был. А тут Китай сработал прямо отличным, соответственно, идиотом. Как это в проферансе это называется, отработал дураком. Дмитрий, слушайте, ну, как бы с европейскими компаниями, немецкими в частности, такая же песня? Увы, 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 увы. То есть можно было бы очень долго там уговаривать или каким-то образом... Конечно, конечно, конечно. В этом-то вся и засада, что все крутится вокруг экономики. Это вот иллюзорность, что почему мне я не очень люблю всяческие там моралите, которые некоторые пытаются вырисовывать, и особенно пытаются изобразить, что все в белых пальтах. Нет никакого белого пальто. Как только начинаешь вскрывать подноготную, кому это выгодно и почему это выгодно, то как-то картинка сильно меняется. Потому что вот эти, говорю, гепарды и леопарды, и так, опа. Я говорил о том, что вот у меня был интервью у Евгении Марковны Альбац. Был кто-то из военных экспертов, там, который прям на серьезных щах сказал, что вот весной все решится, сейчас все поставится. Мне когда задали вопрос, я сказал, вот поставится, будем обсуждать. И тут же, буквально там не прошло и недели, там, до 10 дней, как тут же начали все съезжать с темы. Поэтому, джентльмены, вот там вот в комментариях, пожалуйста, обсуждение, что кто-то на чьей-то стороне и кто-то... Первый постулат. Все на своей стороне. Было, есть и будет. И никак это не сдвинется. Второй постулат. Все крайне прагматичны ко всем абсолютно проявлениям. И как бы это кому-то не хотелось. И это очень плохо, но так уж построена мировая политика и мировая экономика. Все наши личные беды, все гибели наших родных мировым политикам до лампады. И третье, самое главное, фундаментальное. Помните всегда, что обсуждать нужно только то, что уже вот оно, танк вышел, вот тогда мы обсуждаем. Вот мы видим платформу, мы видим, номер ТТХ, мы видим накладную, мы с вами начинаем обсуждать. А всякие остальные заявления, что кто-то на нашей стороне, знаете, наверное, вам это штука про психотерапию. К сожалению, я не владею этим навыком, и для этого у меня есть моя супруга. Она вот там может расспрашивать, она заберет за это большие деньги. Вот у нее для этого функционал. Я стратег-аналитик, меня вот еще раз говорю, есть обсуждаем. Документа нет, сори, я патокой мазать
тут ни одной стране по попку не будет. Давайте вернемся к Украине и к ситуации вокруг Украины. Дмитрий, вот просто интересно ваше мнение. Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью на одном из радиостанций сказал, что польские власти в первые дни войны рассматривали сценарий раздела Украины. Об этом серьезно пишут польские издания. Я думаю, у них, у правящей партии Польши «Право и справедливость», был момент колебаний в первые 10 дней, что, может быть, Украина падет. Если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, все могло быть иначе, сказал Сикорский. На заявление, там целый скандал разворачивается, Моровецкий уже отреагировал, сказал, что зачем ты вторишь российской пропаганде, что это такое, и нужно срочно забирать свои слова назад. Это Польша, которая громче всех кричит про леопарды, которая там укрепляет свои границы, которая, на самом деле, вот очень, очень яркий друг, партнер и товарищ для Украины в этой беде. Но вот эти заявления, они вот как-то, ложатся в очень интересные события, которые вот проходят сейчас. В Изюм приехал генерал армии США с рядом военных и военных экспертов. Чего приехал? Обсудить, да, с местной властью, посмотреть. Мы вот обсуждали на моем канале, в том числе с военными экспертами. Военный зачем приезжает? Да, политический символизм, но он же военный, он же не сенатор какой-нибудь, не мэр, у него своя задача, он настроен на свое. А тут новость к вечеру приходит, что вот эти кричащие орлы, да, вот эта 101-я дивизия, да, США, она еще на 9 месяцев побудет в Румынии. В общем, закручивается интересный замес о вводе или частичных, или каких-то контингентов малых иностранных государств, Соединенных Штатов, других государств в Украину. Это уже ведь не кажется настолько невозможным, как казалось раньше? Видишь ли, Саша, и зрители нашего канала, вот если вы отмотаете на несколько секунд, минут назад, я говорил о том, что каждое государство или правитель заботится, во-первых, о себе, крайне эгоистично, и о своих, во вторую очередь, не всегда, подчеркиваю, не всегда в своем народе. Когда речь идет по подобного рода сливы или почему я говорил, что это неприятно. Вот я понимаю, что очень хочется, как в сказке, верить, что добро всегда побеждает, что все там с нами на одной волне, что там, я вот периодически вот это слышу, там лозунг, что коллективный Запад хочет поражения России, победы там Украины. Коллективный Запад хочет, любой абсолютно правитель, хочет не поражения России, хочет, чтобы, первое, это прекратилось, вообще любые, на каких условиях абсолютно им похрен. Вот им реально похрен. Их главное, чтобы их лично не зацепило, вот их страны. Поэтому, когда там подобного рода сливы идут, которые как бы вторят там российской пропаганде, ведь пофантазируем, что Зеленский не уперся, потому что это реально лидер, который просто уперся рогом. Но он уперся рогом внутрь, это в хорошем смысле этого слова. То бишь, я, например, когда задолго до СВО или войны, я анализировал, я, например, не был уверен, что он сможет стать таким лидером. Он собрался, он не уехал, он не вывез семью, при том, что мы еще можем отмотать, и есть утверждения, в том числе и Великобритании, что они готовы были предоставить ему политическое убежище и, соответственно, его семье. А ведь представим, что, например, Зеленский со своей семьей в Великобритании. Вот в первые дни, в первые недели. Что бы произошло дальше? А дальше бы произошло то что вот такого единения, в первую очередь, офиса главы государства не произошло. Ведь люди, которые сейчас вокруг него, на мой взгляд, они воодушевлены, в том числе и его стойкостью. Потому что для него
для Владимира Зеленского очень непростой был. Особенно сейчас это уже вот мы анализируя вот с течением времени, мы можем сказать, что сейчас для него это условно безопасная позиция, то бишь он не может уже не идти до конца. Но в первый месяц для него, с точки зрения прагматики, выбор бегства с его семьей был наиболее безопасен. Но если бы он принял такое решение, если бы он смолодушничал, это привело бы действительно к полному поражению. Ну, просто не появилось бы вот этой личности в истории. Поэтому я не исключаю абсолютно того, что Польша, и не только Польша, но и, может быть, другие страны, рассматривали в целом, что придется договариваться, надо будет вот в этом пиршестве России принять участие и там что-то прижать от Украины. Именно поэтому мотаем на несколько минут назад, какой-нибудь находим тайм-код, его вставим, и я говорю, что Украина нужна только украинцам. И до тех пор, пока не будет вот этого внутреннего понимания, что и восстанавливать Украину придется своими средствами, подчеркиваю, своими средствами, не какими-то нам помогут, будет план Маршалла, своими средствами, своими силами. И на это должен быть рассчитан план, а не на какой-то там прогрессивный Запад. Этому прогрессивному Западу Украина должна была 57 миллиардов задолго до войны. И именно поэтому проблема заключается в чиновничестве. И именно поэтому на этом канале я говорил, что по странному стечению обстоятельств почему-то украинское чиновничество и российское чиновничество действуют в унисон. В унисон до запятой. Я это приводил пример, что вот российский пенсионный фонд с фондом социального медицинского страхования по странному стечению обстоятельств слился в едином экстазе, в единый фонд 1 января 2023 года. Дорогие жители Украины, как так? Вопрос. Как так? Наши чиновники вроде как бы против ваших чиновников. Ну, я не знаю, кто ваши, кто наши, потому что мне это тяжело как-то... Меня и те наши, что называется. Как так получается, что украинские чиновники делают ту же самую операцию в то же самое время? Прямо до запятой. Как так получается, что... Я приводил этот пример, что работа с так называемыми ФОПами и введение электронных касс и вообще вот этого электронного учета совпадает до дней воюющих стран. Как так получается? Как так, почему почему введение всех репрессивных мер по отношению к предпринимательству делается настолько просто фантастически? Вы знаете, кто первый был просто в офигительном восторге, когда обули так называемых олигархов Украины? Вы даже себе не представляете, у меня просто это есть в публичной риторике. Я просто был на одном из каналов. Наши левые партии просто, что называется, говорят, ну вот Зеленский, конечно, наш там противник, но он сделал очень правильно, что обобрал украинских олигархов. Нам бы вот так. Дорогой украинский народ, обращаюсь к вам. Может, начнете задумываться и посмотрите, может, по странному стечению обстоятельств чиновники и то, что вы ошибочно называете государством, не совсем работает, а точнее совсем работает не на вас. Ну так, просто по некоторым фактам, как это говорит один наш известный пропагандист, совпадение, не думаю. Дмитрий, ситуация с Эстонией заходит все дальше и дальше. Не только там высылкой дипломатов все заканчивается, не только понижением дипстатуса. В Эстонии... Саш, извини, кстати, дополню еще факт. Забыл эту девочку, вот просмотрел интервью, она занимается, в общем, подготовкой, в общем, разведподразделений. Они управляют этими дронами. Просто один из фактов. Мавики. Какой придурок из чиновничества, я не знаю, там верхнего, внес мавики, то есть вообще все дроны в оборудование двойного назначения? Это кто сделал? Кровавый режим Путина? Или это сделал какой-то чиновник? Вот его взять эту группу чиновников за яйца и сказать: слышь, тварь, а ты на кого работаешь? Эта девочка давала интервью какому-то государственному каналу. К сожалению, не запомнил. Прекрасное интервью, часовое.
девочка очень спокойно, без, вот, чувствуется без лозунгов. Но вот она занимается просто подготовкой как раз, я так понимаю, разведгрупп. Вот эти вопросы, это то же самое, что говорю я говорю на русском, а это говорят украинские специалисты, занимающиеся военной, соответственно, подготовкой. Вот чего должно задавать вопрос украинское общество к чиновникам. Почему эта девочка там одно интервью дала? Извините, Саша, что Да-да-да, перебил. это... Причем в России то же самое, тоже двойное назначение. Ну, Так у нас просто их легко завести, у нас они заводятся вот так. да. Она и задает вопрос, как так получается, что вот туда эти мавики поставляются просто, а у нас это стоп. Ну, кто на кого работает, ты хочешь сказать? Дмитрий, с Эстонией все заходит дальше, чем просто скандал, просто там разборки. Финский залив. Эстония хочет заблокировать для Российской Федерации. Но это фактически такое приглашение к наступлению на Прибалтику. Или нет? Ну, это такой, как это, попытка диалога. Потому что вот так, подобного рода провокации – это попытка диалога. Так о чем говорить? Что мы можем... А в целом же все, что касается Прибалтики, мы же вот в целом, они этого не очень любят. Но российские деньги, российская, соответственно, российский газ, нефть и все остальное, российские деньги как для офшоров были одной из важнейших составляющих экономики. Поэтому спровоцировать дискуссию и получить какие-то с этого преференции. Поэтому не вижу тут особого какого-то такого таинства, которое могло быть... Опять-таки, сразу говорю, поскольку вот у нас, чтобы эмоциональные, там, что это в поддержку Украины, нет, это в поддержку себя любимых. Постулаты одни и те же. Еще раз, Украина нужна только украинцам. Помните это вот... Вот такое приглашение поговорить. Будьте просто патриотами, а не рассчитывайте все время, не надо приходить, что вот они за нас это сделают. Они нам поставят, потом они нам же это восстановят. Они будут заниматься собой. Нарышкин сегодня сообщил, его ведомство сообщило, что оружие, боеприпасы Украина хранит на атомных электростанциях. Подоляк это, как бы раскритиковал в пух и прах и, собственно, сказал, что нет, опроверг. Но ведь то, что происходит в последнее время, вот эти там медведевские посты, какие-то, собственно, еще вот эти нагнетания вокруг ядерной тематики. Вообще, если честно, то я поделюсь своим мнением. Есть такое ощущение, что власть Российской Федерации всячески пытается делать так, чтобы люди внутри России, свыклись с тем мнением, что, если нанесут удар, как бы ничего страшного. Ядерный удар. Поэтому, собственно, никто не удивится, и все будет нормально. Сейчас я вам покажу всего лишь 3 настройки. Нет, Саша. Власти России делают совершенно другое. Они делают нарратив один, что сдохнуть за феодала – норм. А где хранится там, что хранится? Собственно говоря, наши пропагандисты рассказывают о том, что жизнь очень переоценена. Я думаю, что смотрел этого пропагандиста, который выступает перед войсками. Только он почему-то по странному стечению обстоятельств стоит перед отправкой людей на фронт. Но не сам там стоит в шапочке и с вооружением. Он один раз доехал до какой-то там, что называется, разрушенной многоэтажки и пострулял из автомата. В этом-то и прелесть феодалов, что они отправляют умирать сыновей, отцов других, а сами-то они... Так что просто приучают к мысли, что сдохнуть за феодала – это нормально. Все сдохнуть за своего владельца – это нормально. Ничего фундаментально с каких-то времен Сигунов ничего не поменялось. То есть это не подготовка, что будут бить по электростанциям?
Но это про другое. Бить по электростанциям они будут вне зависимости от этой подготовки. Атомным? Это подготовка, в том числе. Им похрен абсолютно. Ну, мы же обсуждали, я пытаюсь донести одну простую мысль. Есть система управления, для нее продукт это СВО на сопредельной территории. В Украине, на Приднестровье, в Северной Осетии, еще где-то, это продукты. Не 2014 год спусковой механизм, а 2008 год спусковой механизм. Разговор о том, что это идет там, где вы были там 8 лет, я бы сказал, где вы были 16 лет. Даже дорогой Евросоюз и вот эта вся мировая общественность. Как вы отреагировали на 2008 год? Никак. И вы натренировали. Извините, вот как вот, в физическом смысле. Что я как гопник могу сделать все, что угодно, а вы мне не будете делать ничего. И вот после 2008 года был 2008 год, потом был, соответственно, 2011 год, потом был 2014 год. Три абсолютно четких события. Ненаказанное преступление, ты становишься, называй своими именами, ты становишься соучастником. Не наказали. Вот появился 22 год. Еще раз говорю, без вот этого осознания, что 2008 год спусковой механизм, все остальное это все фуфло. Нет никакого российско-украинского конфликта. Есть конфликт, еще раз говорю, цивилизационный. И он начался в 2008 году. Поскольку никакой реакции не было, натренировали. Получите, распишитесь. Мы много обсуждаем Беларусь в наших эфирах, потому что там каждый раз есть новый повод. Вот почему-то, я там тоже наблюдаю за там, интервью коллег, разными, скажем, там, сообщениями, выдержками, так мало обсуждают слова Лукашенко, которые с уважением, вот перед ним живой Лавров, это тот, который сегодня заявлял про войну с Западом, да, о том, что это почти настоящая война с Западом. Очень интересная формулировка. Вот сидит перед ним Лавров, он говорит, что Украина не ведется на провокации. Мы должны там, вот, спасибо ей, терпят. Беларусь, президент Беларуси говорит, что хвалит Украину, что Украина не бьет по территории Беларуси и не ведется на провокации. И там посчитали 17 с чем-то тысяч украинских военных сосредоточено на границе с Беларусью. В общем, вот эта вся угроза со стороны севера, вот по Киеву, с одной стороны, кажется таким очень, очень умозрительным. С другой стороны, мы тоже неоднократно говорили, что без второй раз похода на Киев, попытки, да. толку не будет, это нужно ждать в любом случае. Да. Второго захода, вот еще раз, если брать, опять-таки, с точки зрения системы управления, она должна второй раз сделать. При этом результат, сразу говорю, результат не важен. Важно, чтобы это просто состоялось. Так что по второго захода, у меня нет ни малейшего, в общем, в эту сторону. Потому что битва за там Солидар или там Бахмут, я считаю, что, в общем, да, безусловно, это с точки зрения логистики, там, отрезания ВСУ от каких-то транспортных коридоров, но по большому счету ключевой задачей Российской Федерации является это Киев. Пригожин опять разразился историей про бритые бороды, да? Гламуризация войны должна быть наказана. Что происходит сейчас с Пригожиным? У нас в украинской разведке говорят, что его хотят убрать, но как-то не убирают. Его не уберут. Просто физически не уберут. Потому что это как-то достаточно бессмысленно. Потому что он выполняет очень важную... В чем важность Пригожина, в чем
соответственно, в чем его схожесть с ВСУ? Тем, что он... Значит, в чем разница ВСУ и Российской Федерации? Российская Федерация – это машина очень длинная, она долго принимает решения. В чем прелесть Пригожина, в кавычках прелесть? В том, что он действует оперативно, он меняет схемы принятия решения. Все. То же самое, если вы послушаете тех, кто воюет на стороне ВСУ, они говорят, что мы отошли от канонов, по которым была построена советская армия. И за счет этого мы выигрываем. Поэтому вот эти две борствующие силы, Пригожин и ВСУ, они начали использовать иные механизмы принятия решений. Если бы ВСУ осталось бы на механизмах и на стандартах принятия решений, как советская армия, она бы проиграла. И выигрывает она как раз вот за счет того, что мобильные группы, применение дронов, применение, соответственно, легких внедорожников, которые там быстро перемещаются, диверсионных групп. Это не стандарты поведения, скажем так, советской армии. То же самое делает Пригожин. Абсолютно в ноль. И именно поэтому он самый эффективный из российской армии. Самый эффективный. Ну, говорят, вся российская армия теперь научилась у украинцев этой тактике и теперь, собственно, так и действует. А систему это реформирует? Нет. Нет. То есть никоим образом. Ну, то бишь без шансов абсолютно. Потому что система не поддается. Она как раз и сопротивляется Пригожину как таковому. Ну так, Дмитрий, без бороды или с бородой воевать? Это вообще заруба дешевая какая-то, ну, мелкая, прям абсолютно ни о чем. Просто, ну, понимаете, противоборство вот этой большой системы под названием Министерство обороны и Пригожина, оно как раз в методах управления. Он пытается подняться, они пытаются сохранить собственную формируемое. И поэтому для них он вызов даже не ментальный, это вызов для их устойчивости. Поэтому вот эти всякие мелкие зарубы, например, там, с бородой, без бороды, в том, что выпускаются иные пресс-релизы, если вы вспомните. Вот мы как раз, кто взял там Солидар, взяли ли это Пригожинский или Министерство с ВДВ, это вот как раз и есть борьба. Чтобы очень для Евгения Викторовича Пригожина крайне важно, чтобы его не затоптали. А для Министерства обороны крайне идеально было бы, чтобы по странному стечению обстоятельств ВСУ уничтожили Евгения Викторовича Пригожина. Я не исключаю, что, собственно говоря, его просто попытаются слить там, через контрразведку, обозначив ВСУ, что вот там в это время окажется Евгений Викторович Пригожин. И не наведите туда, пожалуйста, Хаймерс. Так что я-то такого... И Пригожин, кстати, это тоже понимает. Тут вот, потому что все стороны это четко отдупляют. Да. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео, напишите, что вы думаете в комментариях. Дмитрий Потапенко, все исходные данные, имеется в виду его YouTube-канал, все другие данные, Telegram-канал в том числе, будут в описании к этому видео. Переходите, подписывайтесь также. Дмитрий, финальный вопрос. Конец весны, начало лета. Вот все ожидают нечто подобного, какого-то большого сражения, которое может привести к каким-то там договоренностям и, собственно, к тому, что будет собой представлять мир. Одни аналитики говорят, что да, действительно, так это и будет, весна вот будет очень горячая, а потом к лету что-то разрешится, и, собственно, стороны сядут за стол переговоров, все подпишут, и дальше будет нисходящий тренд. Другие говорят, что, погодите, мы сейчас в такой вилке, да, когда у нас раз в квартал будет какое-то обострение и какие-то, да, попытки договориться. Как вам кажется? Мы с вами очень долго, я помню, в ноябре обсуждали возможность какой-то хотя бы подписи под чем-то. Не случилось.
к лету случится? На мой взгляд, нет. Да, действительно, я ожидал, что где-то на ноябрь будет хоть какое-то подписание документов. И к этому очень многое шло. И как раз Херсон сыграл против этого. Мы тоже это обсуждали в нашем эфире. Можно это найти. То бишь отход от Херсона, в общем-то, поломал вот это подписание договоренности. Потому что одна сторона почувствовала вкус победы, вторая сторона посчитала, что ей нужно закрепляться на каких-то других позициях как-то в пользу, соответственно, сохранения жизней. Вот, на лето я пока не вижу никаких даже позывов в эту сторону. Просто причина очень простая. Мы леопарды, вот эти все леопарды, всякие кошачьи мы обсуждаем поставки, но пока их нет. Для того, чтобы возникло, и плюс ко всему, вот те позывы, что Российская Федерация идет в, пусть и не сильное, но наступление. Поэтому пока какой-то нулевой точки схождения в взаимоотношениях я пока не вижу, к сожалению. А есть что обсуждать у Российской Федерации? На мой взгляд, нечего. То есть обеим сторонам пока нечего обсуждать. И подчеркиваю, продукт под названием СВО будет производиться вне зависимости от. Ничего критического для управляющей системы управления нет. Подчеркиваю, для них этот продукт, в том числе и границы, не имеют значения. Чтобы никто, ни потери в экономике, ни потери еще в чем-то не имеют значения. В их хрустальных шарах даже трещин, даже дуновения ветерка не произошло. Поэтому осознайте одну простую вещь. Где бы ни проходила граница, хоть в границах 91-го года, хоть в границах сейчас, это никак не влияет на правящую верхушку. Никак. Совсем, абсолютно. Да, очень полезные разговоры с Дмитрием Потапенко. Оцените их, пожалуйста, в комментариях. Друзья, поставьте лайк этому видео. Не забывайте, по крайней мере, ставить лайки. Тогда видео имеет возможность быть показанным гораздо большему количеству пользователей YouTube. Дмитрий, я очень благодарен вам за ваше время и ваши мысли. Спасибо Берегите вам. себя, всего самого доброго и, как всегда, всем желаю добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.